Сенсой. 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 Так звучит азиатский вкус. Всем привет, с вами Костян. Мы по-прежнему во Вьетнаме. Сегодня на обзоре ресторан с морепродуктами, как бы это неожиданно для кого-то не звучало. Дело в том, что открылся он относительно недавно, но снаружи, когда ты его проезжаешь, видишь только аквариумы. Я и думал, что по принципу того места, которое вы знаете, что здесь только продаются морепродукты, но нет. Оказывается, у них на первом этаже аквариумы, где ты себе выбираешь то, что на втором этаже ты будешь есть. Давайте выберем и будем есть. Для начала проверяем, снята ли она с ноги. Нет, не снята. Берем ложку. Ее отковырнуть надо отсюда. Вот, видишь, да? Вот так аккуратненько снимаем. Вот она, все, поехала, да? Готово. Ноги, это, я так понимаю, за что она держится. Да? Так, ты к васаби как относишься? Я Нормально, к нему не да? отношусь, но я его люблю. Хорошо, то тогда по вкусу сверху фигачим. Вот так по моему вкусу. Лимончиком? И чуть-чуть, пару капель, вот так. Ну а теперь либо ложкой, либо просто с ракушки. Вот так. А можно и так, да? Да, а можно и так прям. А я ждал, я ничего не говорил. Это очень хорошая, качественная, не жидкая, а плотненькая устрица. Это очень неплохо. А ты первый раз пробовала? Да. Васаби такой же, как у нас. А тут можно и без васаби, и без всего, да. Там соус уже шапка такая самодостаточная вполне, да. Нет, в смысле чокаться? А лимончиком? Лимончиком-то? Это же соль. Ну? Вкусно? А я смотрю, и салфеток нам не принесли. Майк. Но сырая была вкуснее. У меня все свое всегда с собой. А у нас тоже свое есть. Они просто нам не принесли. Так нет, используйте. Нужно же будет все равно. Очень вкусно. Прям Так, а поподробнее описать вкус. поподробнее сырая, однозначно вкуснее. Прям Так. такая плотненькая, свеженькая. Прям как будто я вот сама ее выловила и сразу ем. Реально. Я не знаю, какой вкус-то. Сливочный. Прям вот сливочный. Тебе он не показался очень уксусным? Нет, Нет? даже близко нет. Даже Хорошо. никакого уксуса. Паша, тебе? По мне, так это как вкусное мяско с приятной подливкой. Все. Остроты добавил и, в принципе, как обычная закуска. Ну, на курицу, да, похоже. Под пивко, допустим. Хорошо зайдет. Следующим блюдом у нас уже выступает креветки. И давайте-ка заценим. Ириш, вот вы приехали с Павлом, с мужем, правильно? 2 дня всего назад. И решили, значит, заехать в морепродукты обязательно в аквариуме. Слава богу, на наш выбор ребята положились. А мы выбрали местечко, где мы еще до сих пор не были. Ну, потому что, знаете ли, ездить по тем самым местам, которые уже были, да, есть проверенные, но всегда интересно узнать что-то новое. Вот скажи, пожалуйста, как вновь прибывший сюда турист, какие первоначальные вещи ты хочешь здесь попробовать? Ну, вы сказали, что морепродукты, да, поэтому мы сюда и приехали. А второй момент? Какие... Ну, устрицы обязательно. Так. Я первый раз в жизни попробовала устриц. Ну и креветки, конечно. Это вам не Россия. Здесь креветки. Устрицы, креветки, ракушки, Ракушки. рок-лобс. Ну, короче говоря, лобстеры всякие разные, да? И потом еще когда-нибудь кобию попробуем. Ага, рыба-копия. То есть ты про нее уже слышала, очевидно, Да, и хочется попробовать. да. Может быть, соус такой неправильный, но один чеснок как будто. То есть вот смотри, ты сейчас съела креветку и соус. Это вот что за соус? Вот это вот.
Это лаймовый, который готовится иногда со сгущенкой, лаймово-перечный, который готовится иногда со сгущенкой, а иногда просто с сахаром. Попробуем. Но он должен быть достаточно острый. Не, это Он не острый? чеснока ну, нормальный. Нет, так Горит, чеснок да, в язык креветках. горит. А О, в креветке он чеснока острый. слишком много положили. Там вот, ну, реально такое ощущение, как будто в огороде я выкопала Ага. головку чеснока и сразу ее съем. Ну, то есть, на твой взгляд, чеснока многовато. Перебивает вообще вкус. Хорошо, Ну, вкусно, понял. конечно, однозначно вкусно. И Ага. упругая креветочка такая, Вот. и приготовлена. Прям, но чеснока многовато. Упругая креветочка. Именно, собственно, эти слова я и хотел добавить, потому что мы их Упругая выловили в аквариуме. Следовательно, да, к качеству того, что они не передержали, с креветками все в порядке. Ириш, командуй. Что пробуем следующее? Я хочу вот эту гадость. Давай. А я не знаю, как ее есть. Сейчас перемешаем салатик и накладываем. Здесь у нас ракуха уже изнутри, как я понял, вся вынута. Ну, то есть там внутри что, какой-то огурчик остался. Перемешиваем салат со всеми кусочками ракушки. Ага. Порядочек. Так, Ириш, рискнешь? Конечно. Это кишочки, Предупреждала. это кишочки, да. Ну давай вот кишочки отдельно тебе на тарелочку вот так положим. А салатик, собственно, вот так. Где там кусок какой-нибудь еще? Это вот Так, подожди, где? здесь ракушка. Ну вот. Вот так, Вот она какая. да. Вот так. На мой, честно говоря, вкус это все гадость. Но если ты хочешь совсем гадость отделить от не светлее. гадости, ну да, вот посветлее это типа норм, вот, а потемнее, Ну вот это вот норм должно быть, да? да, а вот это вот отдельная часть. Я тебе оставлю вторую гадость. Ну здесь я тебе и то оставлю. есть попробовать. Наверное, вот так будет вкусно. Вареная ливерная колбаса, Ну да, по-моему, что-то консистенция такое, ливерной никакая. колбасы. Ну то есть горечи нет. Горечи вот данной вот верхушки нет. Просто как вот новое ощущение попробовать. И консистенция интересная, конечно. Но это хорошо в данном случае, потому что обычно, даже я бы сказал, вот эта часть достаточно горькая встречается. Нам повезло. Давай свою плошку, я тебе тоже салата положу, вот с кусочками. Ну, и лучка со всяким. Вот так. И с хлебушком попробуем, да? Да, да. Вот так. Вот. Там пару кусков там внизу. И хлебушка. Вареная перчатка. Вареная перчатка? Ну, ты знаешь, вот я кусочек тоже еще нашел. Давай так и попробуем. Салат вкусный, а это переваренный кальмар. Сейчас заценим. Ну, может быть, так и должно быть, конечно. Так и должно быть. Так и должно быть. Ты знаешь, здесь вот эта ракуха немного даже вкуснее, чем обычно, потому что она пропиталась достаточно вкусным салатом. Надо отметить, что салат-то неплох. Салат очень вкусный. Да? Вот это ни о чем. Салат вкусный. Вы знаете, я практически, как всегда, скажу следующее мнение. Ракушка достаточно бесполезная с точки зрения вкуса еда. Ну, то есть это довольно жесткое мясо. И единственное, что меня здесь вот не устроило в этом салате, это то, что ракушку они довольно крупно порезали. Но все-таки действительно посмотрите, вот они что нам ее отдельно на пару приготовили, и вот она, да, потому что я специально так и попросил, что в салате. А я-то, честно говоря, предполагал, что в салат они ее накрошат тоненькой-тоненькой соломкой, буквально так же, как морковь. Но они этого не сделали, и там достаточно большие куски. Вот чтобы ознакомиться с ракухой, можно ее съесть вот так вот.
А в этом салате я бы предпочел ее тоненькими кусочками, чтобы она исключительно для хрусткости присутствовала. Да, морковь, да, лучок, мята, огурец. Все это классно сочетается, а для хрусткости мясной составляющей была бы ракушка. Вот тогда это было бы здорово и хорошо. Давай пробовать сразу и вот эту штуку. Хватай. Отдельную ракушку. Ну да. Только я боюсь, вот эту штуку проживать будет достаточно сложно. Ну, серьезно. Ой, я такой космондель, а можно поменьше там что-нибудь выбрать? Давай вывалим с тобой. Ага. И дальше там уже порешаем. Ну, с точки зрения вкуса этой ракухи, я уверен, практически все то же самое будет. Я вот кишочку лучше попробую. Кстати, а сюда они кишочку, я так понял, не положили. Я с опаской ел кишочку, но ничего. Это вареная перчатка, которая склеивает все. Вполне Она, возможно. кстати, наоборот, жуется Получше? легче, чем вот это. Получше, Может чем быть, мне вот салатная. тот, который самый последний кусочек попался такой, но что-то она никакая. Ее нужно обязательно куда-нибудь макать. Но она хотя бы кусается. Она прям вот, она мягкая. Там было значительно жестче. А вот вы знаете, вот в этом варианте, я скажу так, я же уже пробовал их много, в этом варианте она похожа на толстого кальмара, знаете ли, который продается вот, ну, не щупальца, а именно тело здоровое, толстое кальмара. Плохо это? Нет. Белковое? Да. Вкусно, неплохо, ну, в целом с соевым. Да, С соевым? да, попробуй. Либо мне очень удачный кусочек попался, либо вот на пару, которая, оно выглядит посимпатичнее. А, вот тот, который первый я попробовала, на самом деле какой-то недоваренный был. Видимо, там не зря он застрял. Ну, кальмар, реально кальмар. Ну, на кальмара И похоже. неплохой кальмар. Мягкое. Как будто свиную шкуру жуешь. Какой? Мы говорим мягкое, а он говорит, свиную шкуру жуешь. Ну, вот такой. А у Нет, тебя свиная другое шкура попалось, да? мягкая бывает. Они правда, вот первый кусок был, он Ага. клейкий прямо, а этот прям такой упругий, хороший. Они какие-то каждый кусок свой вкус. Может быть, потому что ракуха все-таки не такая огромная, знаешь. На мой взгляд, опять же, вот не знаю, согласитесь вы или нет. Первый раз приехав, попробовать стоит. Да, обязательно. Но на этом как бы и все. Вопрос закрыт. Согласны? Галочку поставили. Я еще раз попробую. Вот. А вот, между прочим, лайм с солью, она вкуснее, чем с соевым. Прикол Дело есть вкуса. в этом все равно какой-то. Вот кому нравится такой упругой, но она жуется нормально, в зубах не застревает, все прям вот. Другими словами, попробовать стоит. Захотели, да. Кстати, у нас там еще осталось. Не зря я ее взял Там она подытожить, тоже смотри. невкусная, она Видишь, там да. 100%. Попробовать стоит, а уж там зашло, не зашло, потому что вы видите, это еще Рома свое мнение не сказал. Мы даже среди здесь вот 3 людей пришли к различным мнениям. Так что, да, очевидно, попробовать стоит. У вас, может быть, будет даже 4-е. Смотри. Мягкая? Тихо, тихо, тихо. Смотри, что я делаю. Оп, 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 оп. С кишочкой со всеми делами. Вот так. А, может, у меня предкишки были? Вот это, вот она, вот точно такая Вот же. Вот это? она клейкая, вот она как манная каша, вот эта часть. Прям гадость. Ну и не А надо все ее тогда. остальное, вот оно неплохо. Ну и все. Павел сказал, что рака-медведку он захотел здесь попробовать в обязательном порядке, насмотревшись меня. Полностью его поддерживаю. Они приготовили его на пару, любезно надрезали. Здесь есть икра. Давайте полностью его сейчас до конца разломаем. Нет, до конца они его не надрезали. Рано я их похвалил. Но тем не менее разломать, надеюсь, получится. Ну, а теперь что? Выковыриваем? Давайте. Мы здесь в конце концов, ну вот отсюда еще повыковырим. Мы здесь в конце концов с этими ракообразными уже на «ты». Так что вот оно. Ну и здесь можно что-то повыковыривать маленько. А в целом, да, вот он весь и вынулся. Ты вот это съешь, а потом говори и все.
Это я здоровый не съем. кусок. Это я не съем, она говорит. А вот теперь ешь, чтобы не говорить. И все, чтобы не быть голословной. У нас их 4 штучки, и поверьте, Я хочу, можно с икры начать? можно, конечно. Давай. Она скреплена Она специально, невкусная. чтобы не потеряться из-под хвоста. Смотри, делается это обычно вот так. С лапками, чтобы Вот было. так это делается. Нет, там лапок нет никаких. Это просто ее нити, которые крепятся к брюшку. Но она невкусная. Нет, она вкусная. Нет, она вкусная. Теперь ты знаешь. Давай. Подковырнула, повернула и отломила. И у меня так не получается. Зато можно теперь собрать. Да. Она вкусная, правда? Ну, икра. Вообще, честно Как говоря, икра это я море. тут эстетствую вот так вот выковыривать и так далее. Вы же понимаете, мы для камеры. Держи. Это останется за На, кадром. будешь? Пускай муж с женой, я думаю, разберутся, как икру съесть. И самое главное, кусочек мяса. Как вы понимаете, я далеко не первый раз пробую рака-медведку. Пробую я это исключительно за тем, чтобы сказать, как в этом месте конкретно его приготовили. Здесь они его хорошо приготовили. Это вкусный рак-медведка. Если к самому раку медведки у меня претензий никогда быть не может, он живет, он такой, он всегда вкусен собой, то к повару, например, иногда у меня бывают претензии, если он его передержал, если он его высушил, если он его подал, например, под чем-то невкусным, то здесь с ним все в порядке. Роман, хватай кусочек, у нас другие есть. Я Просто у хватаю. нас другой вид. Ой, соки. Так, я поторопился. Если что, соки потерял я. Короче говоря, съедаем, пробуем, говорим мнение. Прям Вот сам. скажи, пожалуйста, ты всяких, креветок мы уже даже сегодня пробовали. Лангустов до этого. Пробовала? Так. Раков наших родных. Конечно. Конечно. Вот эта штука на них, очевидно, похожа. Ну, отдаленно похоже, но это гораздо вкуснее. Лангуста, когда тебе готовят, там понятно, там много, огромное Слишком количество мяса. Вот скажи, пожалуйста, хорошо приготовлено, получила удовольствие? Ты за этим приехала? Этот самый главный вопрос меня мучает. За этим. За этим. Это очень вкусно, это реально вкусно. Вкуснее, чем лангустины. Но, возможно, с раками не сравнится. Раки все-таки это наша классика, это наше все, это Россия. Ну да. Ну, медведка, ее надо есть. Тут кусок икры остался. Это же не икра, Почему не икра? Это зародыши икры. а зародыши. Да. Попробуй. Созревшая икра в хвосте, а это недозревшая икра. Паш. Это вот это, да? Так, ну тут Отлично. легкий и все, да. Посмотрим, что это за второй вид рака медведки. Я до сих пор не знаю. Мы с Романом сейчас немножко погуглили. И вы знаете, это либо мужики, либо другой вид. Мы так и не разобрались пока что. Конечный итог наших изысканий появится здесь. Что это такое? И давайте попробуем здесь. Все это дело ровно так же разломать. Посмотрим, что здесь-то у нас. Ну да, опять же, так же не дорезано, но ничего, я думаю, что мы сейчас разберемся. Ох, да господи, силушка богатырская. О, отсюда полностью досталось. Кайф. Давай вилку. Вот оно. Ну и все.
каждому по такому кусочку надо брать, я считаю. Ну, здесь вот сколько бы ты ни ковырялся, все. Дальше уже там легкие какие-то, вот здесь даже как в раке или где-то. Вот в этих вот клешнях, ногах ковыряться смысла особенного нет. Ну, там может быть откуда-нибудь, если у меня вообще руки не сломаются сейчас это все выковырить. Знаете, попробуем. Ну вот, вот. Не падай. Вот такого плана, может быть, получится что-то добыть. Не уверен, что оно стоит мучений. Смертельный номер. Я специально Павла попросил, да, не стесняться и показать, как это делает вновь прибывший турист, который не знает, по большому счету, кроме того и той информации, как он видел, как это делается сейчас, разделать его. Очевидно, дело не хитрое. Мне проще. Вот так. Это другой. Ну и вот и все. Вот и все. Ну и вот. Без всяких вилочек. Вот. Посмотрите на это лицо. Ну и давайте тоже мы с Ромкой попробуем. Второй мужик это или что, не знаю, посочнее. На мой взгляд, он повкуснее в сравнении с первым, который был с икрой. Очевидно, женский вариант. А у тебя такой ассоциации не возникло? Мне показалось. Может быть. Ты знаешь почему? Я тоже, в общем-то. Дело в том, что второй, когда я взял, вы видели, прям соки полились оттуда. Может, просто поменьше подержали и качественнее получилось. Роман, твое мнение по поводу раков-медведок и есть ли самое главное в них различие? Роман, после того, как ты попробовал и первого, теперь получается тоже мнение. На мой взгляд, и первый, и второй приготовили идеально, и тут уже не понять, какой из них сочнее, не сочнее, но это просто то, что очень вкусно, и никакой из них там не передержан, ничего такого. То есть просто все доведено до идеала и совершенства. И на мой взгляд, вот эти вот животные, они намного круче по вкусу и по цене, чем лангусты, чем вот это все другое, которое за предельных денег стоит. Абсолютно с Романом в данном случае согласен. Может, мне кусочек просто посочнее попался, потому что я, как вы знаете, очень люблю, когда морепродукт готовится практически на грани сырости. То есть вот готовишь, вот все, белочек свернулся, вся сочность, вся морская свежесть и водичка в нем осталась, которую я здесь пролил на стол. И вот тогда это идеально приготовлено. Ну и да, лучше всего варить, конечно же, если это было вареное, в морской, опять же, воде. У них, впрочем, есть аквариумы, не знаю, может быть, какие-то даже канистры с какой-то морской водой стоят. В данном случае вряд ли, но я бы предпочел, конечно, чтобы еще и рестораны вот так готовили, а именно в морской воде. Уж дальневосточники-то меня поймут. Я сам на Баренцевом так готовил, когда мне повезло поймать краба. У Павла есть замечание по поводу икры. На что же она похожа? По моему мнению, это один в один напоминает икру мойвы, которая у нас продается во всех магазинах. Добавь небольшой соус и прямо не отличишь. Вот. Скажи, пожалуйста, а если сравнивать, у нас иногда попадаются креветки с икрой, вот так вот ты их высасываешь, похоже? Ни разу не попадались. А, да? Никогда. А, ну ладно, сравнивать тогда У не нас с чем. только заморозка, и поэтому в России, то есть поэтому нечем сравнить, не могу сравнить. Окей, понял тебя. Хорошо, другой вопрос. Самое лучшее за сегодня это что? Несмотря ни на что, все-таки мне больше всех понравились креветки. Креветочки. Креветки. Мгм. На втором месте медведка. На втором месте. Ну и третье и четвертое поделили устрица и ракушечка. В принципе, ракушка имеет место быть. Она как бы консистенция на любителя. Не часто, но под пивко пойдет. А сырую устрицу ты, тем не менее, не рискнул съесть? Я восполню свой пробел через пару дней, но надо на это решиться. Созреть надо. Да, созреть. Да. Хорошо, я тебя понял.
Вы знаете, все сегодня было классно и здорово, за исключением, пожалуй, одной вещи. В аквариумах, на мой взгляд, недостаточное представительство разных видов. Ракушки окей, все хорошо, 2 вида рыбы всего. Потому что групперы помпана, да, это отличные, классные виды. Но мне бы хотелось, конечно же, может быть, иногда акулку посмотреть, мурену, какую-нибудь рыбу-попугай, в конце концов. Пусть они все всегда тоже будут в наличии, потому что, ну, такое заведение, я так понял, что они соединены с отелем, и это обеспеченный бизнес, очевидно, мог бы себе позволить аквариумы более богато насыщенные. Короче говоря, как всегда, точка на посещенные нами места есть в описании. Ну а с вами был Константин, для подписчиков Костян. Всем пока! Многие люди, которые сюда приезжают, зачастую пишут мне и спрашивают: Костян, мы вот хотим приехать во Вьетнам, но мы, значит, едем либо в Ничанг, либо вообще в Ханой на север. Что-нибудь посоветуй, а куда лучше? Типа в Ничанг, либо в Муйне. Это настолько разные места, и я-то знаю, что про это сказать. А вот, Ир, твое ощущение, в чем разница, например, Ничанга и Муйне? Где вы сейчас? Ничанг – это колорит, да? Там колорит вьетнамский, там есть рикши, там это движение на дорогах, которое там, я не знаю, это отдельный аттракцион перейти дорогу. Там, что там еще? Выбор экскурсий очень большой. Ну, экскурсии, да, в основном я отсюда Есть вижу что Ничанг. посмотреть намного больше, чем здесь. Ну, здесь вообще Вьетнам – это лучшая страна. Неважно куда, но нужно приезжать обязательно. Из всего, что мы видели, это лучшая страна. Хорошо. Спасибо за комплимент. Я буду считать это, как говорится, на свой счет. После А у России. меня сам... После России, да. Само собой. У меня самый главный вопрос. Ничанг – это город. Это курортный город, да. Это город с высокими зданиями. Да. Это здания по 40, 50, а то и больше этажей. Ну, там всякие есть. Всякие есть. А Муйне, господа, Это деревня. Это деревня, где самый высокий отель Муйне Виполь насчитывает в себе, по-моему, ровно 10 этажей, да? Где-то это 25, по-моему. Виполь 25? По-моему, меньше, но неважно, спорить мы не будем. Короче говоря, это единственное здание, которое высокое. Все остальные муйневские так называемые отели, они 3-4 этажа максимум, но может быть их 5 будет. Короче говоря, это достаточно низкорослая деревня. И вот в этом, на мой взгляд, конечно же, и является самое большое различие. То есть, если ты приезжаешь в Ничанг, ты погружаешься в городскую жизнь. Дискотеки, движение, пляж, как в Сочи, когда у тебя здесь набережная, здесь машины, автобусы летают, а вот у тебя здесь пляж. Через дорогу. Не через дорогу, а вот у тебя вот здесь вот бордюр, Отель. и вот у тебя пляж. А вот отели, вот они здесь, вот такие. Там, вот. по-моему, нету даже на первой линии отелей, там все через Да, дорогу. да, там все вот через дорогу. Грубо говоря, в этом вся и разница. Хотите курортную страну с городским доступом ко всем благам, это Ничанг. Вопросов нет. Дискотеки, шумный город, все здорово, хорошо. Но если поглубже засунуться, там можно и потише, конечно, места найти. Захотели чистое деревенское местечко, где тихо, спокойно, чисто пальма, песок, все. Это Кокос. Муйне. Что еще? Пальма, песок, кокос. Кокос, да, который, дай бог, не упадет тебе с пальмой на голову, когда ты лежишь на этом песочке. Согласна в этом плане? Конечно. Ну, в этом Поэтому Вьетнам лучшая страна. да, можно выбрать разные подходы После себе. России. Павел пеняет, да, правильно, все это правильно делает. Вот. Голубые глаза врать не будут. Оставь свой маникюр в покое. А я могу. Да? Окей. Я сильная. Вот же. Никаких вопросов.
Девушка тоже прекрасно может с этим делом справиться. Вот оно. Вот, Welcome, Роман. вот. Вот тебе кусок. Девчонки, так что если приехали без мужиков, легко справитесь. Мгм. Нормально всё.